Почему-то мне кажется, что ты уже несколько часов потратил на поиски секретной торговой стратегии. Так что давай на чистоту. Секретных торговых стратегий не бывает. Перефразируя твои слова, отвечу. Тебе нужна гибкость и универсальность. А это индикатор Envelopes. И сегодня я расскажу тебе про него. Вернее, даже расскажу не про него, потому что это не индикатор. Это целая торговая комбинация с его участием. Смотри обязательно видео до конца, и ты узнаешь, как его использовать, где его использовать, как находить точки как на волатильном рынке, так и во время флета. Поехали. Так, друзья, давайте приступим. Моя система уже приведена в полную боевую готовность. Осталось только показать ее вам. Это Envelopes. Вот это облачко. Я отключил у него центральную линию. Позже покажу почему. Это будет наш основной индикатор. Второй номер в нашей стратегии это Fractal 2. Давайте сначала по порядку. Что по поводу Envelopes? Отличный сигнал это пробой его канала, как здесь. Такие прорывы нередко запускают тренд. Если это случилось, нам остается только искать точки входа. Тут нам пригодятся уже фракталы. Просто провожу горизонтальные линии, которые будут пробиваться ценой. Их множество. В рамках тренда их десятки. Каждая из них, каждый этот уровень, это повод войти в рынок. Тут все достаточно просто. У нас есть прорыв по Envelopes, запускается тренд, и мы просто открываем шорт при каждом пересечении фрактала. Уже на примере я вижу минимум 10 сделок, которые могли бы закрыться в плюс. Видите, да? Это первый способ работы с Envelopes в качестве трендового индикатора. Но он полезен и в других случаях. Давайте найдем хороший пример. Супер. Далеко искать не пришлось. Здесь я выделяю довольно очевидный боковичок, в котором мы торгуем не пробои, а отскоки. Envelopes это канал. Значит, внутри него может разворачиваться цена. Как только это происходит, входим по направлению отскока. Здесь вот мы ожидаем очередную смену движения в рамках боковика и можем открываться в лонг. Здесь в шорт, соответственно. Нам нужна конкретная точка, как раз которую нам даст фрактал. Вот здесь мы могли бы забирать целый ряд прибыльных позиций. Аналогично здесь тоже. После итогового пробоя уровня можно было множество сделок открыть. Торгуем дальше, видим вот этот ключевой уровень. Сначала чертим линию, видим ближайший разворот от Envelopes, пересечение вниз и начинаем шортить. Забираем множество прибыли. То есть индикатор буквально собирает за нас деньги. Далее есть пробой, да, разворот от Envelopes, все, что нам нужно, увидеть его вовремя и открыться еще на парочку сделок. Вот. В целом по стратегии это все. Осталось только испытать ее вживую. Давайте посмотрим, что у нас на этом графике. Так. Здесь как бы есть сигнал, но относительный. Возникает небольшой конфликт интересов. Можно подождать, можно нет. Давайте объясню, что я имею в виду. Смотрите. Чертим уровень по фракталам, как я уже сказал. Здесь у нас был пробой, но теперь это не отскок вверх, а наоборот отскок вниз. Поэтому пока не будем торговать от нижней границы Envelopes. Давайте найдем лучше другую точку на графике, на каком-нибудь еще, и попробуем заработать. Вот, а здесь откроемся в лонг. Сразу расскажу вам почему. Ранее цена отскочила и вошла в канал. Сейчас торгуем от его нижней границы сразу по пересечению вверх. Актив в целом отрастает. Сейчас есть пробой вот этого фрактала также. Цена удержалась на уровне и теперь готовится к новому росту, несмотря на затяжную консолидацию. Очень надеюсь, что рост начнется как раз вот во время, как я открыл сделку, цена дойдет до потолка. Узнать, насколько я прав, можно через 25 секунд. У нас сложная достаточно ситуация с консолидацией, очень много теней. Может быть, это не самая оптимальная точка, конечно, входа, но пока больше ничего интересного не нашел. Как вы знаете, в трейдинге бывает разное, поэтому мы надеемся на прибыль, но не исключаем, конечно, убыток. В рынке бывает все. Так, момент истины. И да, на тоненьком я забираю свою прибыль. Окей, давайте сменим график, найдем что-то, надеюсь, более интересное. Небольшая пауза, друзья, и маленький инсайт от меня. Если кто-то не в курсе, меня зовут Макс, и уже на протяжении 7 лет я являюсь профессиональным биржевым брокером, торгую и зарабатываю себе этим на жизнь.
Сегодняшний индикатор у нас на обзоре Envelopes, он поистине универсальный, но, к сожалению, он не решит все ваши проблемы. Все решение ваших проблем, если, конечно, они у вас есть, должно быть здесь, в вашей голове. И чтобы это все преобразовать в полноценную классную информацию и помочь вам решить свои проблемы, я создал свой телеграм-канал, где напутствую новичков на этом нелегком пути. Ссылки оставлены в описании. В моем телеграм-канале вы сможете почерпнуть для себя еще больше полезной информации, которая так важна на первых шагах становлению личности трейдера. Переходите и подписывайтесь. Также сможете принять участие в моих торговых сессиях. Я жду вас, ссылки в описании, а мы продолжаем. Вот, друзья, а здесь уже идеальное место для шорта. Первое, на что мы обращаем внимание, это пересечение Envelopes. Он у нас покинул свое облачко. Теперь ищем фрактал. Цена его также пробила, даже можно сказать, несколько. Все, друзья. Все сигналы указывают в шорт. Теперь можно спокойно дождаться экспирации. Даже если выставить уровень ближайшие цели вот так вот горизонтальной линии, мы очень близки к вот этому вот ключевому уровню. А значит, наша сделка прямо перед пробоем котировки, либо перед разворотом. Для нас это не так важно, главное, чтобы актив был ниже старта экспирации хотя бы на 1 пункт. Вот. Пока что мы на грани, возможно, я опять поспешил. Стоило учесть, конечно, уровень перед тем, как я открывался, но хотел вам еще раз показать, как все это работает, и забыл совсем про важность технического анализа. Короче, можете учиться еще и на моих ошибках. Этот вообще инструмент делает проходимость гораздо выше. Видите, из-за близости зоны поддержки не совсем точно. Давайте, ладно, сменим актив. Я сегодня найду и покажу вам что-то классное, 100%. Друзья, еще один шорт внутри канала. Здесь у нас происходит коррекция цены и есть пробитие фрактала вот здесь вот последнего. Это говорит нам о том, что котировка закрепилась ниже. Все это время в рамках общего разворота цены мы будем продолжать идти к нижней границе. Видите? При желании можем даже выстроить вот такую вот границу коррекции, чтобы понимать, куда примерно намеревается котировка в данный момент. Снижаемся вот примерно сюда. Здесь я практически уверен, что открыл позицию в нужное время и в нужном месте. В целом я рад, что удается подтверждать полную универсальность Envelopes как индикатора. Как я сказал, он работает и при тренде, и в боковике. Все, что нам нужно, это уметь интерпретировать сигналы его вместе с фракталом. Уже совсем скоро я покажу вам настройки для максимальной проходимости по позициям. А давайте просто дождемся. Да, вот это вот классная сделка с точностью и классная сумма на балансе. Супер, продолжим. Так, смотрите, здесь немного контринтуитивно будем открываться в шорт на зеленой свече. Для нас это хорошая фора. Раз цена движется вот у этой верхней границы Envelopes, мы будем ждать, что она спустится к самому низу. Запас хода у нас огромный. Пока идет экспирация, скажу еще несколько слов об индикаторах как таковых. Я знаю свою аудиторию и понимаю, что вы ищете в сети. Вам нужна волшебная кнопка, волшебная палочка, чтобы она приносила вам прибыль, и вы просто нажимали вверх-вниз. В этом видео я показываю вам самый приближенный вариант к такому запросу. Если быть честным, такого решения в действительности нет. Вы должны думать во время торговли, принимать риск в каждой сделке и быть готовым к убыткам. 100 из 100 не сделает ни один человек. Никогда, за всю историю. Это просто фантастика. Рынок вам ничем не обязан, друзья. Чит-кодов здесь не существует. В любой стратегии главное это не комбинация, а ментальный сетап торговца. Умение применять ее на практике. Супер. Давайте к финальной сделочке перейдем. Посмотрим, что еще даст нам рынок. Окей, лучше варианта, чем эта сделка, у нас просто не будет. Давайте закончим выпуск торговли на волатильном развороте. У нас есть отскок от Envelopes и фракталов. Есть даже пробой одного выше фрактала. Все это в рамках огромной зеленой свечи. Открываться от лонга в такой ситуации было бы попросту глупо. Тут только на продолжение торгуем. Спокойно вообще наблюдаю за опционом. Может быть, вы и сами замечали такой закон подлости. Первые секунды экспирации актив практически всегда находится в зоне убытка. Только потом отскакивает, начинает расти. У меня такое постоянно вообще происходит.
Все дело в том, что чаще всего мы ходим в сторону сигнала при волатильности и прямо на ее пике. Поэтому неизбежно сталкиваемся с небольшими откатами даже в рамках 1 минуты. Вот вам мой совет. Вообще не смотрите на экспирацию до самого конца. Вы сбережете себе нервы и деньги. Ситуация исправилась, как мы видим. Осталось всего пара секунд до финиша сессии, друзья. Здесь вообще без шансов. Закрываемся в плюс и теперь можем разобрать самое важное для нас, это настройки Envelopes. Перехожу к ним. Вам, как новичкам, я рекомендую повторить вот этот сетап полностью. Период 40, далее 0,03 и крайне важно, тип скользящий EMA. Делайте скрин, чтобы ничего не потерять. И теперь вот в стиле, пожалуйста. Центральную линию я убираю и 2 просто делаю белыми. Все. Видите, вот эту вот линию я убрал. Цвет заливки можете выбрать по своему вкусу, как вам удобно. Все, друзья. На этом больше показывать нечего. Давайте переходить к итогам. Поздравляю всех осиливших сегодняшний ролик. Теперь у вас есть классная база для старта. Обязательно тестируйте сначала на демо-счете, чтобы прощупать все своими пальцами, и затем уже переходите на реальный счет. Надеюсь, видос вам понравился и был полезен. Если так, то знаете, что делать. Лайки и комментарии – лучшая для меня награда. С вами я прощаюсь, до встречи в новых видео. Всем пока.